Привет, друзья! С вами Макс, и я хочу записать очень быстрое видео. Начинается дождь. Хочу записать быстрое видео, чтобы просто дать знать, как у нас дела и вообще, что происходит. Ой, дождь усиливается. Так, ладно. Мы сейчас с Юлей в Сербии. Мы приехали в Белград. Это очень прикольный город, и я прямо сейчас хочу вам его показать. Давайте посмотрим на город. Надеюсь, что дождь нам не помешает. Это одна из центральных пешеходных улиц Белграда. Кстати, интересно, что мы здесь уже пятый день, и пятый день – это первый день, когда идет дождь. Вообще здесь очень тепло, где-то плюс 20, очень тепло. И это первый день, когда реально небо хмурое, облачно и идет даже дождь. Но, тем не менее, я хочу записать это видео быстрое, чтобы чуть-чуть рассказать о том, что мы делаем, чем мы сейчас с Юлей занимаемся и что будет дальше. Вот, кстати, смотрите, например, службенный гласник. Я еще не начал изучать нормально сербский, я очень хочу начать, потому что мне вообще кажется, что это хорошая идея говорить на языке той страны, в которой ты находишься, но пока у меня категорически нет времени. Но зато я уже понимаю, что изучение сербского на самом деле может очень сильно помочь мне в моей работе с русским языком. Потому что если я буду изучать сербский, то я буду изучать падежи. В сербском 7 падежей, и они некоторые падежи работают по-другому. Поэтому для меня это будет очень крутой опыт изучение падежей. И еще один момент, который я понял, это ударение. Дело в том, что в сербском языке ударение совсем в других местах, нежели в русском языке. То есть вот если мы видим слово, например, не знаю, отель, да, по-русски отель, по-сербски, наверное, хотел, но, наверное, хотел, потому что я знаю, что в сербском ударение почти никогда не падает на последний слог, да. Или другое слово хвала, по-сербски спасибо, по-русски мы бы сказали хвала, но мы не используем слово хвала как спасибо. То есть есть такие разные моменты, когда я думаю, а как же иностранцы разбираются, где в русском языке ударение. И это интересно. А действительно, где ударение, как понять? Поэтому я прям чувствую боль иностранцев, которые изучают русский язык. И это для меня очень-очень клево. Я еще точно не знаю, как долго мы будем в Сербии. Я очень бы хотел, чтобы у нас с Юлей получилось здесь, скажем так, зарегистрироваться, да, оформить все эти бюрократические вещи, чтобы мы смогли продолжать здесь работу. Потому что мы уезжали из России с четким пониманием, что вне России мы можем гораздо больше сделать для России, чем в России. Потому что в России я сейчас не могу заниматься тем, чем я занимался, не по экономическим причинам. То есть мне нужно тогда искать другую работу, меньше времени уделять проекту. Плюс Инстаграм заблокирован, скоро будет YouTube заблокирован. Многие сервисы заблокированы. Ну и второй момент, конечно, политический, что сейчас в России для меня невозможно говорить все то, что я хочу, все то, как я хочу. Невозможно анализировать информацию, невозможно подвергать информацию
критике, да, какой-то хорошей, такой здоровой критике. Поэтому, получив от вас, друзья, очень много писем поддержки, вы рассказывали о том, как мои материалы помогли вам в практике русского, я однозначно был убежден, что нужно ехать в другое место и начинать все, ну, почти с нуля, почти с самого начала. Ну вот, это то, чем мы здесь сейчас занимаемся с Юлей, пытаемся как бы зарегистрировать, скажем так, легализовать себя здесь, в Сербии, чтобы у нас была возможность здесь работать, жить и делать все то, что мы делали. Поэтому, друзья, мы с вами не прощаемся. Уже можете послушать подкаст номер 182. Там я чуть-чуть подробнее рассказываю о нашем переезде и о каких-то еще моментах. Я думаю, что я также буду выкладывать те видео, которые я записал еще до войны, до того, как все это началось. У меня было несколько видео, диалогов с Юлей. Я думаю, что в ближайшее время я тоже буду их выкладывать. Ну и, в общем-то, буду на связи. Блин, реально первый день с такой погодой. Это просто удивительно. Это просто удивительно. Вообще Белград мне немножко напоминает Питер местами. Тоже такой уютный европейский городок. Очень интересный. Хотя, конечно, я вижу, что Сербия это не... очень много различий. И ощущение здесь совсем другое. Но я думаю, что более подробно я буду рассказывать об этом в других видео, в других подкастах. Так что, друзья, оставайтесь на связи. И да, извините, если я еще не ответил на ваши письма. Многие из Сербии тоже мне писали. Я еще пока не успел ответить на все письма, потому что мы сейчас ищем жилье с Юлей. Мы будем жить, я надеюсь, в Белгороде. Ну и, в общем, да, пишите ваши комментарии. До встречи в следующем видео. Пока.